Представители знака зодиака Козерог. Козероги, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп на неделю с 11 по 17 декабря. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. И у нас сегодня колода добра. Художник Колет Барон Рид, который создала эту колоду, прорисовал ее с позиции позитивной психологии. И всех приглашает как будто быть добрее к собственной душе и милосерднее где-то к своим желаниям, может быть, как и эмоциям, так намерениям, целям, ну и мечте. Эта неделя, позитивная неделя за счет новолуния в Стрельце. Стрелец – большой оптимист. И поэтому эта энергетика оптимизма передается абсолютно всем знакам зодиака. И новолуние нас призывает избавиться от ментального мусора или самое главное, наверное, от пессимизма. Однако есть и такие реалии, когда две серьезные планеты Уран и Юпитер у нас еще находятся в ретро-движении. Они давно уже в знаке зодиака Телец. Но какое-то дежавю как раз у нас как будто тянется, не заканчивается. Вот такое может быть для кого-то из вас, может быть, как дело, которое все никак не решится. И 13 числа ретро-меркурий, мои дорогие. И по ретро-меркурию мы обычно не делаем крупных покупок. Кроме того, это могут быть сбои в информации или какая-то разношерстная сама по себе информация, когда не следует доверять сразу же первому услышанному чему-то. Могут быть и сбои в электронных системах расчета или, в принципе, в выплатах денежных. Такое тоже может быть. Или ваши планы внезапно могут как-то быть скорректированы или измениться. Давайте мы узнаем, что думают карты, что они для козерогов подскажут на эту неделю. Первую карту мы достанем. Что важно знать или, может быть, чем придется вам заниматься на этой неделе, чему уделять больше внимания. Чего не избежать, неожиданности, с которыми вы можете столкнуться. Чему сейчас не время или что может помешать. Что будет помогать. Давайте достанем карту, что скрыто. И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. Смотрим энергию денег и личная жизнь. Как видят карты. Что важно знать на неделю? Карта императрица. Ну, у вас тут прям все под контролем. Для кого-то из вас смена статуса вполне вероятно. И у каждого тут по-своему. Но, безусловно, это карта власти, поэтому у вашей власти, мои дорогие козероги, где-то императрица, она вот как ваш знак зодиака, стихии Земли, потому что это конкретика, это материализм, это как раз вот по карте императрица прекрасно проигрывается. Надо сказать, императрица, она плодовита. У кого-то может, мои дорогие девочки, ну, проиграться, как я жду ребенка, или известие о беременности. Для мужчин это вы сами будете где-то в таких энергиях, когда есть власть, но больше ведь это с позиции доброй власти императрица нам говорит. Это не император, когда более жесткий. Поэтому есть возможность со всеми договориться, проявить как будто чудеса дипломатии. Может быть, есть что-то на кону, как важный вопрос, и мне нужно обойти острые углы или люди достаточно сложные. Вот нет ничего невозможного по этой карте, потому что, опять же, у вас сильная позиция. Или для мужчин это может еще означать важная женщина в вашей жизни, которую вы любите, или которая, знаете, ну, может быть, буквально как супруга проигрывается, у кого-то и мама, у кого-то как руководитель, может быть, если вы строите карьеру, и, ну, где-то взаимодействуя с ней, ну, есть такой момент, когда вы словно можете зависеть от нее. Такое тоже проигрывается. Но, повторюсь, старший аркан, и у каждого какая-то особенность в той или иной сфере жизни. Но прочная позиция, мои дорогие. Как будто нет неожиданностей. Наоборот, если мы говорим о смене статуса, тут как раз, если прежде вы только встречались или отношения, может быть, вы проживали, к примеру, да, ваши
пара была, не оформили еще отношения де юре. Вот здесь вы можете заговорить о том, что как раз изменить этот самый статус. Давайте мы посмотрим неожиданности. Двойка воды, карта любви, карта взаимопонимания, карта радости, признание в любви, подарки, вдохновение, какие-то приятные моменты, мои дорогие, в неожиданностях. Вот как раз тут какие-то сюрпризы, приятные именно сюрпризы, как будто вас ожидают на этой неделе. Давайте мы посмотрим. Для кого-то любовь будет, правда. Посмотрите, с учетом карты императрицы или какие-то приятные новости. Чему сейчас не время, ух ты. Искушение. И по этой карте мы должны очень выверять свои поступки, мои дорогие козероги. Где-то не наследить, буквально. Потому что по этой карте бывает так. Мы можем в порыве, в импульсе в каком-то на что-то согласиться. Может быть, на тот проект или на то решение вопроса, которое, ну, где-то не очень увязано с законами и правилами. А потом как будто даже спустя какое-то время нам придется с этим еще раз столкнуться и разбираться. То есть не проходит что-то бесследно. Вот в этой карте должен быть полностью исключен риск, как бы она предполагает. Да и позиция дважды. Чему сейчас не время. Иными словами, это 15-й старший аркан. Вот так он выглядит. И чему сейчас не время. Не выходить за пределы допустимого. Может быть, за пределы принятых рамок поведения у кого-то, да. И придется где-то, как и быть дипломатом, так и уравновешивать собственные эмоции. Не рисковать собой, не рисковать своим положением, всем тем, чего вы уже достигли. По этой карте также, знаете, как будто может быть словно игра по новым правилам. И тогда эту игру, может быть, это не ваша игра, чужая даже игра, вы должны к ней отнестись очень серьезно. Как будто каждый шаг у вас должен быть под контролем, чтобы эта игра не перешла в опасность. Правда? Собой не рискуем. Ни так, ни так. И это вам будет помогать. А если где-то поддадимся этому импульсу, или вы что-то не просчитаете, или будете думать, ведь не случайно императрица, она собой не рискует никогда. Или будете думать, что ну я как-то выкручусь, может быть прежде удавалось, да? А с этой картой нам говорят нет, лучше не рискуй. Что же помогает? Во-первых, есть какая-то победа. По этой карте помогает ваша уверенность в собственных силах. Вот карта императрицы. Это карта маяка, так она тоже называется. И не случайно у нас как будто тут корабль на воздушном шаре. Он самый большой нам показан. Поэтому вы где-то в центре внимания. Вы заметны. И у вас получается осуществить какой-то проект. Без риска, кстати, мои дорогие. Шестерка огня – это как шестерка жезлов. Это карта победы, когда у нас удается действительно что-то осуществить. Может быть, какой-то вопрос, вот которым вы занимаетесь, нам говорят, он и так у тебя получится. Не пытайся, может быть, ускорить или как-то продавить по-своему ситуацию. Наберись терпения, может быть и так. Будь дипломатом как раз. И тогда с меньшими потерями, и с меньшими потерями я имею в виду даже сил, времени, энергии, может быть, финансов, у тебя решится этот вопрос. Всему свое время. Точно какую-то ситуацию не педалируйте. Что скрыто? А попажу воздуха, как будто не все новости вы еще знаете. Правда, такое может быть. Или на этой неделе приходит буквально известие, которого вы не ожидали. Или человек, который может тоже, он уже как будто может знать какую-то новость, или как разовьются события, а вам преподносить что-то совершенно противоположное. Может быть, нам и говорят, не рискуй. Ты как будто, ну, пока не можешь просчитать, во что это выльется. Победа у тебя и так будет. Поэтому не откликайся на какие-то посылы, которые выглядят как вау-проект.
Или если как сделка, то она какая-то двойственно мутная, или люди непонятные, ненадежные. Вот это все для вас, не для вас, как будто, мои дорогие. Или для вас как будто табу, наоборот. Вот мне туда не нужно себе вот так сказать. Потому что может быть такой момент, как сама по себе игра, правда, и когда есть люди, которые заинтересованы. Это может быть еще и, понимаете, какая-то другая ваша, что скрыто. Как ваша другая точка зрения или ваши другие и жизненные позиции. Но мы все-таки с учетом 15-го аркана не исключаем, что это позиции какого-то другого человека. Но вам это пока не обнародуют. Вы это пока, это в позиции скрыто. Вы как будто этого можете еще не знать. Поэтому точно не время рисков. Ну, не время риску, это на самом деле так. Дела, работа, бизнес, 16-й аркан, очень красивая карта, но это карта башня. И поэтому, если мы заиграемся, вот посмотрите, третья карта нам как раз говорит о какой-то ситуации. И если мы думаем, что у нас уже дело в шляпе, или это дело, или вопрос, он у меня в кармане, словно я его уже выполнил или решила, а это карта опасности. И нам говорят... Тут как полная смена парадигмы, преломление реальности. Здесь может быть, знаете, правда, могут быть какие-то и неожиданности, и сюрпризы. Может быть, приятные как раз, потому что по этой карте, знаете, вот та неожиданность, которая происходит, она освобождает, расчищает словно место для перемен. Какая-то история может завершиться. Но будьте внимательны с учетом 16-го аркана. Как я сказала, мы не рискуем собой, но буквально не рискуйте собой физически тоже. К примеру, если вы находитесь в местах большого скопления людей, меня люди смотрят из разных стран, или в обстановке будут какие-то перемены, вот в обстоятельствах, да, и вам придется быстро как-то сориентироваться. По 16-му аркану есть такое значение – когда мы можем словно запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Как будто, но опять же, это придет с тем, если мы держим руку на пульсе. Если мы не торопимся куда-то, мы умеем подмечать мелочи, не надеемся на авось и себя как будто, ну, на первый план не выставляем, понимаете, так вот нарочито, чтобы не принять вот этот первый удар на себя. Будьте, мои дорогие козероги, внимательны. У вас на кону стоит что-то очень важное. И позиция эта ваша, она сейчас достаточно сильная. Но не переоценить, может быть, собственные силы. Для вас это тоже будет важно. Финансы. Праздник, мои дорогие, вот конкретно праздник, подарки, успех. Праздник после победы, что-то приятное приходит в ваш дом, в вашу семью, в вашу жизнь, когда сама по себе как и уверенность, так и оптимистичный взгляд в будущее. Прекрасная карта, она как 4 столпа надежности, карта якоря. Но по финансам все хорошо. Для кого-то из вас, с учетом 15-го аркана и 4 огня, получение крупной суммы денег. Тогда дважды не рискуйте. Вас могут на что-то как будто склонять. В плане пытаться с вами договориться, чтобы вы согласились, может быть, куда-то деньги потратить конкретно. И помните, рядом башня мы тоже с чем-то можем, но не должны просчитаться, это точно. Иногда по карте, пусть не в этой колоде, 15-го аркана идет наша хорошая физическая форма. И отчасти это, знаете как, прибавляет нам самоуверенности. Но самоуверенность – это прекрасное качество, но когда всего чересчур, тогда мы слишком самоуверенны можем быть и упустить какие-то детали. А вам как будто на этой неделе надо быть внимательным. Деньги есть, деньги будут. И, в принципе, благополучие финансовое, как будто карта предвещает. Личная жизнь, 8 воздуха. По этой карте 8 воздуха мы не должны где-то долго застрять, анализируя какую-то прошлую ситуацию. Для тех, кто в паре, я так думаю, с учетом карты императрица, все-таки неделя не такой большой срок. И нам говорят, если у вас все в принципе хорошо, все у вас рассчитано, продумано, вы уже готовитесь к празднику, где-то так оно и будет. Сильная позиция. Но может быть 8 воздуха для кого-то из вас говорит, знаете о чем? Если, например, в отношениях
между вами, в вашей паре были какие-то недомолвки, недоговоренности. Увидеть вещи такие, какие они есть на самом деле. Нам предлагает эта карта отказаться от отрицания, как будто от споров каких-то отказаться, не мешать самому себе, опять же, какими-то вот сомнениями. Или, например, ту или иную ситуацию, которая есть теперь, сравнивать, как было когда-то. И своему партнеру, если вы вместе, правда, ну, где-то бывает такое в отношениях, все хорошо, но по каким-то вопросам мы не договорились. Так вот, не стоит оборачиваться к той ситуации, вспоминать прошлое и говорить, а вот ты помнишь, что там было? Вот по этой карте, как будто мы заново не реанимируем какую-то ситуацию со знаком минус. Будем реалистами, но и мешать как будто себе тоже не следует. Не могу сказать для тех, кто один или одна, что карта говорит нам о любви, но тем не менее есть в неожиданностях двойка воды и карта императрица. Поэтому сказать на 100%, что вы не встретите человека, я не могу. Правда, у кого-то может состояться ну, или знакомство, или, может быть, с человеком, которого вы уже знали, ну, как дружба, как будто завязывается на этой неделе, или взаимный интерес. Все-таки двойка воды – это карта любви, и она в неожиданностях. У кого-то она проиграется как радость, подарки, какие-то приятности, а у кого-то, правда, как личная история. Перекладывайте на себя, мои дорогие козероги, и будьте счастливы и любимы всегда.